Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Профессиональные суеверия – тема, которая зачастую остается в тени, но при этом оказывает значительное влияние на поведение и решения людей в самых разных сферах деятельности. Сегодня мы поговорим о профессиональных суевериях. Оказывается, не только в повседневной жизни, но и на работе многие придерживаются определенных примет и ритуалов. Вы узнаете о самых необычных и забавных суевериях, распространенных среди врачей и пожарных, артистов, летчиков и даже космонавтов, о которых знают только профессионалы. Вы будете знать, как артисты притягивают удачу на сцене, продавцы покупателей, а банкиры зарабатывают миллионы. Друзья, можете ли поделиться историей о суевериях в вашей профессии? Есть ли суеверия, которых вы придерживаетесь? И как они влияют на вашу работу? Не поленитесь подписаться и написать комментарий с вашей приметой из жизни. Врачи часто предпочитают избегать изменения в расписании ночных дежурств. Их мнение заключается в том, что если начать беспокоиться и устраивать договоренности с коллегами, то в конечном итоге придется принять такую смену, что не останется времени ни на минутку отдохнуть. Молодые врачи избегают романтических отношений в ночь перед своими дежурствами, так как верят, что в противном случае предстоящая смена будет особенно напряженной и обязательно возникнут какие-то осложнения. Пилоты всегда избегают фотографироваться перед вылетом. Музыканты верят, что в день концерта важно начать день с правой ноги и не убирать постель. Эти традиции широко популярны среди дирижеров и оперных артистов. В театре существует суеверие: если текст пьесы или роли падают на пол, то актеру необходимо не просто поднять их, а обязательно сесть на сценарий и с ним подняться. Верят, что невыполнение этого обряда может помешать успешному выступлению. Моряки подчеркивают, что указывать пальцем на небо считается дурной приметой. По их убеждению, это действие может вызвать гнев богов и привести к шторму или абсолютной безветренности. В каждом порту принято знать, что указывать пальцем на судно, которое только что покинуло порт, значит обречь его на несчастье. Саперы придерживаются особых правил. Они никогда не говорят «прощай» при выезде на вызов и избегают употребления слова «последний» в любом контексте. Пожарные утверждают, что если они решат помыть сапоги во время своей смены, обязательно произойдет срочный вызов на пожар. Это же правило касается и появления нового члена команды. Как только присоединяется кто-то новенький, вызовы становятся более вероятными. Когда пожарные возвращаются с отпуска, их принято поливать водой. В противном случае, как им, так и их коллегам предстоит сразу же выезжать на пожар в тот же день. Друзья, а хотите узнать о суевериях космонавтов? Космонавты – самые суеверные люди в мире. Сергей Королёв, например, всегда избегал стартов в понедельник и всегда переносил их, если они приходились на этот день. Причина этого суеверия так и осталась загадкой. Впрочем, в советской и российской космонавтике понедельник теперь считается почти официальным несчастным днем для стартов. А еще у космонавтов есть забавное суеверие. Перед запуском ракеты-носителя на космодроме Плесецк обязательно пишут имя Таня на корпусе. Говорят, это имя вывел на первой ракете влюбленный в некую Таню офицер. Даже рассказывают, что однажды забыли написать Таня, и ракета взорвалась перед стартом. На Байконуре вечером перед стартом космонавты традиционно смотрят фильм «Белое солнце пустыни», а на следующее утро каждый из них оставляет свою роспись на двери своего гостиничного номера. Говорят, что двери покрыты автографами снизу доверху, и ни в коем случае нельзя закрашивать или мыть их. Кроме того, перед стартом автобус с космонавтами останавливается недалеко от стартовой площадки, где они выходят и традиционно орошают заднее правое колесо автобуса. Кто стал автором этой традиции? Гагарин, который сделал это первым, или Королёв, который орошал ракету перед стартом, неизвестно. Но ритуал неукоснительно выполняется всеми. Перед отправлением на старт каждый космонавт получает от начальника дружелюбный пинок. Также на Байконуре существуют несчастливые даты.
Старты никогда не назначаются на 24 октября из-за прошлых трагических инцидентов в этот день. В этот день произошли взрывы ракет, в результате которых погибли люди. В российской космонавтике не связывают особых суеверий с числом 13, но в НАСА избегают числа 13 из-за несчастливых инцидентов, таких как взрыв на корабле «Аполлон-13». Космонавты также не дают автографов до полета, так как существует риск быть снятым с программы вплоть до последнего дня перед запуском. Некоторые из них предпочитают не использовать черные чернила для подписей. Однако всем членам экипажа обязательно надо подписать бутылку водки, которую выпивают уже на Земле после успешного полета. Продавцы, особенно те, кто работает на себя, соблюдают множество суеверий, связанных с деньгами. Например, первый покупатель, мужчина, предвещает удачу в торговле. А если погладишь деньгами товар после первой продажи, то весь товар разлетится, как горячие пирожки. А вот упавшую мелочь с пола лучше не поднимать, чтобы не потерять еще больше денег. Также не давайте другим продавцам гладить руками ваш товар, соберут на ладони всю вашу удачу на торговлю. Сейчас давайте перейдем к приметам, подмеченные банкирами. Если первый клиент расплачивается без сдачи, это может предвещать удачу. А вот если последний клиент кричит и ругается, вам, возможно, следует ожидать проверку через день или два. В понедельник деньги обычно не распределяют. Этот день часто считается тяжелым. Также, если займете деньги в понедельник, то вся неделя будет сопровождаться долгами. С другой стороны, если в понедельник вы вернете долги, всю неделю придется только раздавать. Друзья, если данная тема вызывает у вас интерес, я бы с радостью услышала ваше мнение и отзывы. Пожалуйста, оставьте комментарии ниже, чтобы поделиться своими мыслями о том, нужно ли продолжать обсуждение этой темы. Ваши комментарии помогут мне понять, насколько важно для вас продолжение этого разговора. Благодарю за активное участие. Понравилось? А ведь новые выпуски гораздо удобнее отслеживать в Telegram. Подпишитесь по ссылке в описании.